один-два раз, еще раз о картинах и о еде. Когда пытаешься рассказать об удовольствии, о ценных положительных эмоциях от общения с произведениями искусства, невольно выстраивается параллель с другими вариантами удовольствия, с едой, например. Но неспроста ведь слово «вкус» встречается в обоих мирах – кулинарном и искусствоведческом. И действительно, повара выделяют три составляющих хорошего блюда. Правильная технология, собственно, вкус или гармоничное сочетание вкусов и правильная подача. Также и в картине. Технология приготовления – это технические и технологические приемы, показывающие профессионализм художника. Как сделано. Вкус и сочетание вкусов – это идея и построение этой идеи. Что изображено? Ну и правильная подача, презентация. Это может быть выставка, где картина заиграет в нужном месте в нужное время. Но может быть просто подобранная рама и освещение. Итак, меню. Начнем с высокой кухни, блюда от шеф-повара, предположим, говядина веллингтон, филе с дюкселем и ветчиной в тесте. Есть картины, которые хочется рассматривать, смаковать фрагменты, возвращаться к ним. Полотна старых мастеров, антиквариат или винтаж. Картина, удостоенная званием шедевр, исполненная профессионально, максимально демонстрирующая возможности техники. Ну, положим, масляной живописи. Она выглядит по-разному в зависимости от времени суток и освещения. Ее стоит расценивать как ювелирные украшения, как драгоценность. Это блюдо от шеф-повара, это блюдо для гурманов. Ну, а гурманы в живописи – это знатоки, коллекционеры. Иногда искусствоведы, избирательно выделившие группу шедевров, отвечающую их вкусовым пристрастиям. Они готовы кататься за ними по миру, но они не всеядные любители. Ну да, имеют место тут профессиональные деформации. Гурманы будут отстаивать только свое, не согласятся признать шедевром все подряд. Могут пройти быстрым шагом через зал импрессионистов, не оборачиваясь по сторонам. Ну а где вы видели знатока вина, сомелье, который засиживается в пивном баре каждый вечер? Чем-то приходится жертвовать. Другое блюдо. Сырная нарезка к пиву в баре, где вы встречаетесь со своими друзьями вечером в пятницу. Ну, как ни странно, приведу пример. Сальвадор Дали. Он неплохо владел рисунком, какими-то мягкими растяжками в живописи, но это может, в принципе, современный принтер. А вот возможности масляной живописи, они вообще-то шире, и он это понимал. И сделал акцент на фантазии, на креативе. Многие разочаровываются, увидев какую-то одну его картину в экспозиции классического музея. Ну, потому что Сальвадор Дали – это прежде всего эпатаж, театр, и смотреть его нужно в его театре, в его музее. Кстати, изначально он собирался там экспонировать только репродукции, поскольку для него первично была идея, не исполнение. Это блюдо из нашего бара со странными оригинальными названиями типа «топпинг по-пятничному». Технически, как выясняется, несложно, но мы идем в этот бар ради атмосферы, компании, шуток бармена, музыки. И такие картины идеи, они подойдут тем, кто собирается отвлечься от своей работы, кому нужно максимально переключиться мыслями, кто требует зрелищ и, по возможности, быстрых впечатлений. Дальше гамбургер. Картины, которые похожи на еду для утоления голода. Фастфуд, быстро и практично. Так можно относиться к так называемой интерьерной живописи. Большая абстрактная картина, сочетающаяся по цвету с ковром, подушками или там шторами. Дизайн. Несут декоративную функцию. Также стоит расценивать и некоторую часть массовой продукции из ассортимента современных художественных салонов. Кошечки, цветочки, пейзажики. Такие картины покупают и выбирают как вазу, обои, торшер или сервиз.
Домохозяйки с удовольствием подбирают одно к другому, чтобы потом порадовать гостей. Дальше. Пельмени с маслом и черным перцем, ну и с водкой, конечно. Своя национальная кухня – это что-то душевное, родное, домашнее. Обычно это очень простая еда, рецепт, доступный большинству населения. Утоление голода с национальным колоритом. Патриотическая еда, ну, соцреализм, например. Говорят, как фотография. Это невысокая оценка на самом деле, зато народу все понятно. Но есть еще чужая национальная кухня, это еда как символ. Пирожные в Вене, колбаски в Берлине, селедка в Амстердаме, колено в Праге. Да, есть картины настолько распиаренные, что люди ищут их в музее просто чтобы сфотографироваться для галочки, выставить потом в соцсетях и гордиться собой. Джоконда, например, она утеряна для гурманов. Шедевр спрятан за толстенное стекло, рассмотреть ничего нельзя. Это уже просто символ, это не картина. Конечно, любое из перечисленных блюд можно приготовить и подать настолько изысканно, что оно переместится в категорию для гурманов. Можно найти примеры такого интересного эпатажа, где мы закроем глаза на грубость исполнения. Можно отыскать очень стильный пример дизайна. Можно, в конце концов, вынуть Джоконду из этой витрины и рассмотреть. А бывают картины, которые могут вызвать отвращение. Настолько это невкусно, грязно, непрофессионально, неэстетично. Чернуха в искусстве не должна становиться стилем. Это баланда, это хлеб и вода.